Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. На сегодняшней модели хотела показать, как выполнить коррекцию формы балерина и сделать дизайн Baby Boomer. Но нас ждал неожиданный сюрприз. А какой? Смотрите видео. Поехали! Вот такие ногти мне принесла модель. Длинные, все как любят наша молодежь, молодые девчонки. Но давайте посмотрим, чем это чревато. Ногти растут вниз, поэтому увеличивается нагрузка на свободный край, что приводит к таким большим и больным трещинам по точкам вроста. Конечно, необходимо делать своевременно коррекцию на таких ногтях, плюс выполнять правильную архитектуру. Мы видим, что изначально тут она не совсем правильно выстроена, ногти плоские и стрессовая зона недостаточно укреплена, и что как раз таки привело к таким последствиям. Модели неприятно, что есть такая трещина, она ее слегка беспокоит. Наша задача снять полностью материал и в области отслойки истончить покрытие, а затем при помощи носика фрезы уже выпилить данную отслойку. Необходимо это выполнять очень аккуратно, чтобы не пропилить ногтевую пластину. Если оставить такую отслойку внутри, то неизбежно отслаивание последующего материала. И потом мастера в недоумении, почему же отслаивается покрытие гель-лак, ведь я же сделала новое укрепление, новое покрытие цветом, но зачастую из-за прошлых отслоек новое также будет отслаиваться. Это же касается и любого укрепления, моделирования, коррекции и так далее. Важно не оставлять отслойки предыдущего материала. Поскольку трещина очень большая, до середины ногтя, нужно подумать, как правильно ее реставрировать. Первое, мы можем полностью убрать свободный край и нарастить ноготь заново. Но, наверное, это был бы самый простой способ. Мне хотелось бы показать вам что-то более сложное, то, с чем может справиться даже начинающий мастер. Потому что не всегда начинающий мастер может правильно установить формы, шаблоны для наращивания, особенно на большую длину. И что в итоге получается, что опять же неверная архитектура и все те же последствия. Поэтому будем работать с тем, что есть, покажу вам способ реставрации этой трещины. Предыдущий мастер тут также выполнял коррекцию, мы можем видеть, как отрос натуральный ноготь, а также парочку ногтей были наращены заново, в том числе мизинец на правой руке. Обычно я снимаю несколько ногтей на камеру, остальные вне камеры, и когда я снимала покрытие на мизинце, мы были очень сильно удивлены. Во время снятия я не поняла, что такое белесое на ногтевой пластине. Возможно, это предыдущая отслойка. Когда я уже сняла окончательный материал, то поняла, что это не отслойка материала, а именно внутренняя отслойка, то есть отхождение ногтя от пластины, а простыми словами анихолизис. И я спросила у модели, а случайно не было какой-то травмы? На что она ответила, да, действительно, я этим ногтем очень сильно ударилась, и несколько дней он у меня пульсировал, затем прошел. Поэтому и образовалась данная пустота, то есть от механического воздействия. Вообще она говорит, что чувствовала, что эта отошедшая часть гораздо больше, но сейчас ноготь срос. И тут мы встали перед таким вопросом, что же делать дальше? Ведь покрывать в таком случае ногти нельзя. И моя задача как профессионала была объяснить клиенту, почему важно не выполнять покрытие и уж тем более наращивание, чтобы вовсе не оторвать этот ноготь. Почему нужно убрать свободный край. Благо девушка меня послушала, но более подробно об этом в конце видео. А пока что мы с вами продолжаем выполнять комби-маникюр, приподнимаем кутикулу алмазной насадкой, формируем карманчик юбочки и затем выполняем срез. Итак, во время коррекции наша главная задача истончить старый материал до тонкой подложки. Ну и, конечно же, убрать все отслойки. Обезжириваем и наносим бескислотный праймер для улучшения сцепки. Видим, что были отслойки, поэтому без него не обойтись. Будем выполнять укрепление гелем. Под него наносим подложку из пластичной базы, которая имеет хорошую адгезию. В моем случае база от Эминь. Наношу тонким слоем и отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Помним про нашу большую трещину на указательном, поэтому прямо на мокрую базу ставлю кусочек файбергласса, специального шелка для ногтей,
которая будет армировать эту зону и не давать трещине расходиться. Это очень важно. Если просто перекрыть трещину твердым материалом, то она пойдет дальше, будет доставлять дискомфорт клиенту, возможно, будет изнутри цепляться. Поэтому такой способ армирования, он всегда очень действенный и рабочий. А теперь выполняем укрепление. Напомню, что я хотела сделать растяжку Baby Boomer, она очень красиво смотрится на форме балерина, я подумала, почему бы нет. Для этого мы используем молочный гель. Именно лучше взять молочный, не ярко-белый, он будет лучше сливаться с прозрачно-розовым. И растягиваем его на нет к центральной части ногтевой пластины. Протягиваю на кончик. Указательный сильно клюет, поэтому задача его приподнять. Для этого выкладываем большое количество материала на свободном крае. Опять же повторюсь, кто-то скажет: ой, можно было полностью убрать этот ноготь, зачем его спасать, но не всегда для новичков это самый эффективный вариант. Иногда гораздо проще вот таким образом сработать, как коррекция, то есть выложить больше материала на свободный край, затем уже выпилить изнутри. А сейчас ногти нам служат такой, как подложкой для укрепления. На что тут стоит ориентироваться? Конечно же, на вид сбоку. Наша задача смотреть, чтобы была прямая линия от новой наивысшей точки до свободного края, чтобы она не уходила вниз для приподнятия клюющего кончика. Поэтому одного слоя нам точно будет недостаточно на тех ногтях, которые растут вниз, и наша задача будет добавить второй. Второй слой также добавляю с растушевкой, уже чуть ниже, нежели чем первый слой. У нас получается прям такой огромный пирожок на свободном крае. Мне всегда очень нравятся такие пирожки, потому что потом из них ты, как знаете, из алмаза выкристаллизовываешь вот этот бриллиант. Здесь также с этими ногтями из этих плюшек мы выпиливаем, делаем изящно грациозные ногти. Мне всегда очень нравится этот момент, если честно, именно преображение. Наверное, самый мой любимый этап. Поскольку много материала, изначально хочу немного подровнять площадки при помощи твердосплавной насадки, а затем уже будем допиливать пилкой по схеме. Начинаем со свободного края, опиливаем боковые стенки на заужение, пилю, чтобы они были ровные. Я думаю, вам известно, что у нас бывает несколько различных форм: балерина и коффин. Балерина имеет как бы округлые боковые стороны. Это все равно, что миндаль, только с обрубленным кончиком. Коффин же имеет прямые боковые стенки, и мне, конечно, он нравится больше, потому что он смотрится гораздо четче, поэтому я опиливаю не округлые боковые стенки, а четкие, ровные. И не забываем про нижние параллели, поднимаем, делаем ровную линию от точки вроста. То есть нам нужно приподнять этот клюющий кончик. И тут рекомендую выпилить сразу внутри, потому что большая толщина. Можно было, конечно, это оставить и напоследок, но потом. Что мы делаем? Переворачиваем руку и твердосплавной фрезой это же выпиливаем справа налево в положении форвард, формируя тонкий кончик. Плюс, конечно, выпиливаю старый материал, выпиливаю часть натурального ногтя, чтобы все было красиво, чтобы торцы были тонкие, изящные, чтобы свободный край не перевешивал. Во время опила обязательно смотрю в торец на его толщину. Некоторое время мы готовили для вас классный продукт, который теперь доступен каждому. Приглашаем в нашу онлайн-базу знаний по подписке, куда входят целых 24 курса по маникюру, педикюру, дизайнам, укреплению и наращиванию. И самое главное, мы добавили обновленные курсы по аппаратному и комбинированному маникюру. А также каждый месяц вас ждет новый полезный контент. Успей присоединиться по супер цене. Ссылка в комментариях. Убираем пыль. И теперь нам нужно достроить материалом зону около кутикулы. И для этого я рекомендую выбирать полупрозрачные розовые оттенки. Если камуфлирующий оттенок будет очень плотным, то переход Baby Boomer не получится таким плавным. А с полупрозрачными оттенками всегда очень классно получается. У меня розовый гель от бренда Эмень. Он полупрозрачный, отлично подходит для укрепления, быстро разравнивается в технике без опила, поэтому выбрала его. И самое главное, растушевать его на нет на свободный край, чтобы не было четкой границы. Сделать это можно либо при помощи тонкой кисточки, либо при помощи плоской кисточки. Важно разбить границу. Именно в таком случае у вас получится плавный переход. Кстати говоря, в этой технике можно работать далеко не только гелями для укрепления, а также цветными базами. Тоже важно подобрать изначальные оттенки молочного и прозрачно-розового, чтобы они классно сочетались между собой. И отправляем лампу на просушку. Продолжаем укрепление на остальных ногтях.
и посмотреть, какой плавный результат у нас получается. Конечно, у нас есть совсем небольшая ступенечка от перехода розового к молочному, поэтому я слегка добавляю топа для выравнивания, наношу в средний слой, затем переворачиваю руку на 10 секунд, чтобы материал распределился, и уже отправляем в лампу на просушку. Посмотрите, как уже преобразились эти ногти. Ну а теперь мы с вами приступаем, я думаю, к самой интересной части. Это зачистка нихолизиса. Вот такой у нас получился полезный ролик, сразу две темы. И коррекция, и растяжка бэби-бумер, и даже еще зачистка нихолизиса. Получается даже 3 темы. Изначально я убираю отслоившийся свободный край при помощи кусачек. Очень хорошо, что уже прошло некоторое время, и моя модель не чувствует никаких неприятных ощущений. Почему? Потому что ложа уже восстановилась, там нет уже открытых участков, вот, и поэтому зачистка проходила достаточно комфортно. После этого необходимо оформить бортик, он должен быть четким. Для этого я использую алмазный шарик с синей насечкой. Можно выбрать, конечно, и другие насадки, тут уже как кому удобно. И затем по завершению мы обрабатываем хлоргексидином эту ранку, все промываем, чтобы ничего не было. И наношу масло для кутикулы, которое в своем составе содержит масло чайного дерева, увлажняющие компоненты и будет способствовать восстановлению пластины. И вообще, конечно, модели рекомендую в домашний уход нанесение масла, втирание его в кутикулу для скорейшего восстановления пластины. Понравился результат? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы смотреть больше полезных видео про маникюр и наращивание ногтей. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!